Здравствуйте, друзья. Военный преступник с Сахалина после лечения собирается доползти до Вашингтона. Девчонки с Макарова, Сахалинского. Вот, принимайте привет от своего земляка Андрея. Рассказывай, Андрюш. Он сейчас на лечении находится, у него небольшое ранение, Андрей, да? Да, я подранил немного, поцарапал. Ну, то есть ничего страшного, да? Да, все хорошо, сейчас на следующей неделе, наверное, выпишут и в бой обратно. До Вашингтона ползти будем. Всем спасибо большое вот за эти чудесные подарки. Они вот очень пригодятся. Пена, носки, прям как раз вот для войны. А еще не забыть про прокладки и черные мешки. А вот за эту вот штучку буду хранить у сердца. Это будет мой талисман. Спасибо вам большое. В Грозном племянник Рамзана Кадырова Ясин Закриев попал в аварию. На огромной скорости он въехал в автомобиль Лада Приора сзади, который остановился на светофоре и отправил на тот свет двоих родителей. Двоих детей родителей он отправил в больницу. Сам Закриев не пострадал. На следующий день состоялись похороны. По распоряжению властей незамедлительно провели акцию примирения между семьями. Уголовное дело, конечно же, возбуждать не стали. Машинист из Кропоткина, 12 лет проработавший в локомотивном депо «Кавказская», рассказывает, как саботировал работу, выполняя внутренние должностные инструкции. Почему я саботировал? Потому что я не мог поступить иначе. Я работал машинистом в локомотивном депо «Кавказская». Шли большие военные эшелоны в сторону Украины. Там у нас много родственников, у моей жены брат живет. Дети у него, это убийство людей, нарушение международного права. Путин военный преступник. Главное, что я саботировал это по тем же инструкциям, которые они сами написали. Просто начал выполнять досконально вообще все то, что они написали. И получается, в соответствии с этими инструкциями, эти локомотивы принимать нельзя. Вот. Какая-то поломка, принимать нельзя, ехать нельзя, иначе ты, получается, нарушаешь. Вот, все нарушают, все едут, а я просто взял и начал работать абсолютно по инструкциям. Есть такой метод саботажа, когда юридически ты абсолютно прав, фактически работа не происходит, и все, 12 часов локомотив может стоять. Ссылку на полное видео я оставлю в описании. Россиянин рассказывает мигранту, что тот раб. Уебывайся нахуй, уила, блядь. Ты куда приехал, блядь? Ты дома где находишься, нахуй? Ты приехал сюда работать? Ты приехал сюда работать? Работай, ебало свой не открывай. Ты раб, раб русских, нахуй. В Узбекистане у тебя не нашел ничего. Сюда приехал, блядь. Я неправильно тебе сказал, нахуй? А на НТВ уже в открытую признаются в ксенофобии. Ну, видите ли, Иван, Так. проблема в том, что я расист. И в западных понятиях я ксенофоб. Вообще Вот. в человеческих понятиях Что ксенофоб и подпадает мизантроп. под западные Ксеноморф это ограничения. другое, тихо. Да. Вот. Тем не менее, у меня есть знакомый в Германии, который является главным редактором небольшого журнала. Вот. И, взгляды его в значительной степени совпадают с моими. Ну, я не зигую под подушкой. Вот. Я просто говорю о том, что я считаю определенные взгляды нормальными и свойственными любому нормальному человеку. Член Совета по определению политической целесообразности Ирана Саид Мохаммад Садр заявил, что Россия предоставила Израилю информацию о центрах ПВО в Иране и назвала стратегический союз с Москвой полностью бесполезным. В Рио губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что спустя 5 дней пожарам наконец-то удалось погасить НПЗ в Новошахтинске. Погоревший взорвался, и горящий мазут пошел сюда, вот все в мазуте. А вон машины погоревшие, пожарные, новые. Уралы, КамАЗы. Вот Урал Next сгорел полностью. Вот такая херня. Там тоже Уралы стоят. Вот оно все в мазуте. Все. Не в мазуте, а в нефти. Не обработано. Дотла выгорел. Вот этот КамАЗ с ПСЧ тоже дотла выгорел. Костромские погорельцы не могут получить помощь от администрации после поджога. По словам местных, им до сих пор не выплатили материальную помощь. Мародеры спокойно разгуливают по уцелевшим квартирам, а администрация советует еще немного подождать.
Уважаемый Владимир Владимирович, Сергей Константинович, Александр Иванович, просим обратить внимание на наше обращение. 16 августа 2025 года в Костроме произошло 2 спланированных поджога. Сгорели деревянные дома, пострадали люди, семьи остались без крыши над головой, без вещей, документов и средств к существованию. Дети, пенсионеры остались без жилья. Имеются пострадавшие с серьезными травмами. 2 женщины лежат в больнице с переломами ног и позвоночника. Жители обоих домов вынуждены были прыгать со 2-го этажа и получили ушибы и ожоги. С момента трагедии идет 2-я неделя, но со стороны администрации города нам не оказали помощь. Люди вынуждены снимать жилье, жить у знакомых, собирать детей в школу без поддержки. Чтобы признать дома аварийными, нас просят оплатить экспертизу за 90 000 рублей. У погорельцев таких денег просто нет. Мы просим распространить это видео, чтобы придать ситуации огласку. Мы хотим, чтобы признали дома аварийными бесплатной экспертизы и оказать реальную поддержку пострадавшим семьям, решить проблему с жильем и оказать материальную помощь. В РПЦ снова заявили, что женщины могут погубить Россию. Все из-за массовых обращений к тарологам и нумерологам. По словам епископа, один такой визит к колдунье может вызвать проклятие и привлечь демонов. И сейчас, пока женщины наши с вами, губят Россию, те женщины, которые занимаются магией, которые обращаются к колдунам, которые занимаются всякими гаданиями, тарологи, нумерологи, психологи, которые занимаются оккультизмом, которых развелось огромное количество. Почти что 1 миллион развелось их. Это те, которые практикуют, те, которые непосредственно общаются с бесами. И именно они сейчас губят Россию. Посещение вот такой бабки-колдуньи, которая может предсказать, жив ли воин там или не жив, достаточно для того, чтобы получить проклятие. Достаточно для того, чтобы демоны вошли в нашу душу, чтобы мы стали с вами одержимыми. А у нас даже православные обращаются к этим бабкам. Скажите уже кто-нибудь ему, что там вышел новый сезон «Битвы экстрасенсов». Очередная жена освободителя жалуется на отрицательное воспитание на фронте. И вот что удалось выяснить. Моего мужа возле лагеря 31 числа заковали на неофициальном уровне, без предъявления обвинения, в наручники, одели ему мешок на голову и увезли в неизвестном направлении. Эти люди держали моего мужа до 3 числа. Они жестоко его избивали. У него отбиты почки, у него множественные гематомы, множественные сливные травмы бедер с внешней и с внутренней стороны. У него двухсторонняя пневмония. За что избили моего мужа? Моего мужа стали обвинять в том, что мой муж сотрудничал с ВСУшниками, что он сливал им информацию о собственной части под давлением, под избиениями и пытками. То есть эти люди, которые держали его эти 3 суток, избивали, они били его шокерами, они сломали об него 2 лопаты, они его пытали, избивали и заставляли подписать бумагу о том, что он сотрудничал с этими ВСУшниками. Курганские ребята, судя по номерам, решили поэкспериментировать и заодно заехать перепрошить руль. Мы решили с парнями сделать эксперимент. Оскарчик, Дэн, ручку. Здесь у нас арбуз, очень сочный. У нас вот здесь патрон такой. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Готовы? Переворачивай! Он задушил его. Сука, я не думал, что настолько будет плохо.